Jesus has crossed over to the other side of the lake. Иисус пересек озеро, 강 건너서 가셨어요. A bunch of people followed him и over. группа людей следовала за ним. 많은 사람들이 예수님을 따라갔어요. Right? Meanwhile, Jesus has been teaching his И disciples, в это время Иисус учил своих учеников. 사람들을 이렇게 가르치고 계셨어요. and as he's teaching his disciples, И делая это, he kind of looks up. He was looking at them. He was looking at his disciples, but then he looks up and he sees this great то есть crowd. он смотрит на учеников, и также в это время он замечает большое множество народа. And he says, И говорит: "Hey, Philip, Филипп, 빌립 그렇게 있어요. where are we going to buy food to feed all of these people?" где нам купить еду, чтобы накормить всех этих людей? Now, already we've learned a lot about God's character just in that short little sentence that I gave you from И Scripture. вот этот маленький стих Иоанна 6, 5, 6, из этого маленького фразы We мы can see уже Christ as a helicopter parent in his full heart here in многое the что можем Scripture. сказать о личности и характере Иисуса. Мы видим здесь Иисуса, он похож на родителя, на отца, который похож на такой You see, отец most people вертолет, который все wrongly время think about находится Christ. над своим ребенком, рядом со своим ребенком. 대부분의 사람들이 예수님을 잘못 생각하는데요. The picture they have of Christ И многие неправильно воспринимают Иисуса. Многие христиане is that he would думают, be teaching his disciples, he would be focused on the serious learners, the people who are что really вот когда strong Иисус Christians. обучал христиан, он смотрел, концентрировал свое внимание только на тех, по его мнению, из которых бы вышли сильные христиане. То есть и у него была задача только научить тех, кто будут And сильными then one of those христианами. people like Philip Но вот такие люди, как Филипп, would have to come up and go, "Hey, Lord, sorry to interrupt you, but there's this huge crowd of people coming toward you." подходит как будто к нему Филипп и говорит: вот, извини, что я тебя прерываю, но вот толпа народа And Jesus здесь would go, находится. "Oh, I didn't И notice." мы думаем, что Иисус вот так вот взглянув и говорит, что «Ой, я даже не заметил, не See, this обратил is the way we внимания». wrongly think Вот about так вот God. неправильно мы думаем о Боге, что Он It's as if God is only сконцентрирован focused on только super на spiritual, serious Christian people. супердуховных христианах, на супердуховных людей. 초능력적으로 정말 하나님을 잘 믿는 심각한 신자만 신경 쓰는 줄 And that he doesn't notice anybody else. И мы думаем, что других людей Он не замечает. 알아차리지 못하는 And that he doesn't focus on human needs like food or И что clothing or Иисус, shelter. Он не заботится о простых нуждах человеческих, And that he таких has как to be еда reminded или by us. одежда. Мы думаем, что мы должны напомнить Ему об этом, как сделал это Филипп. That somehow he's too spiritual for И мы these думаем, concerns. что он слишком духовный для того, чтобы заботиться о каких-то низменных нуждах, потребностях. 한다고 생각해요. 우리가 그렇게 생각해요. But in fact, exactly the opposite thing is true. Но на самом деле правда в обратном. It's usually the disciples who are focused on being the super spiritual people, and Christ is the one who is always aware, always looking out and seeing На the самом needs деле of обычно people. это ученики, которые сконцентрированы только на духовных людях, на супердуховных потенциальных учениках, а Иисус тот, кто заботится о обычных простых нуждах. And so in this scripture, we see Christ, the helicopter И в parent. этом месте Писания мы видим Иисуса, который действует как родитель-вертолет, тот родитель, который все время находится Now, we know вместе со from the своим Gospel of ребенком. John, it says that Jesus knew what was inside people. He knew their И из hearts. Евангелия от Иоанна мы знаем, что Иисус, Он знал, что находится внутри каждого человека. Ему не нужно было, But чтобы he кто-то doesn't look at this засвидетельствовал group of о people нем. and say, they're coming for the wrong reason. Forget about them. Let me focus on you guys. You guys are the И serious people. посмотрев на людей, Он не сказал, что вот это множество народа, они пришли по неправильным мотивам, у них неправильная мотивация, поэтому я сконцентрируюсь на вас, учениках, а не на них. Такого не было. 너희들이 정말 마음에 제대로 마음을 갖고 있으니까 내가 너희들한테 집중할게 이러지 않으셨어요. This is part of what Christ revealed about God's character, and we can see it all the way through the И Gospels. это именно та часть характера, которую открывает нам Иисус. И мы можем это видеть на протяжении всех We looked Евангелий. recently at the parable of the good wheat and the bad weeds. Недавно мы изучали притчу о пшенице и плевелах. 바라지에 대해서 우리가 배웠잖아요. And we could see that God feeds the bad weeds right up to the Мы end. видели там, что Господь питает также и плевелы до самого конца.
So God is always gracious. God is always good. The rain, He sends the rain on those who deserve it Бог, and Он those всегда who don't. благ, Он всегда милостив, Он посылает дождь и на злых, и на добрых. 마찬가지로 같은 비를 내리시고 먹이세요. So the picture we should have about God is always that God is checking the trees and saying, oh, it's a little dry. I'm going to send some rain. Oh, these people are hungry. We need to feed them. That's the picture we should have И of та God. He's картинка, always которую checking мы the dirt. должны He's checking иметь the в trees. своей голове о He характере Иисуса, carefully watches это то, что Он everything. все время наблюдает за всеми. И то есть Он как будто проверяет, что дерево, допустим, если ему не хватает влаги, Он говорит, нужно послать дождь. Он все время наблюдает за нами, восполняя наши нужды. So this is how Christ reveals God's heart, is unfailing compassion. He always is the first to notice our need, even before we know it И ourselves. именно Он, Иисус, открывает нам сердце, полное сострадание, сердце Бога. Мы видим, что Он первый, кто замечает и знает наши нужды, даже прежде, чем This is мы the very знаем interesting их, part, is the very узнаем о next них. thing that Jesus says. 그 다음에 하신 말씀이 И вот следующее, что говорит You see, Иисус, это очень even though важно. God always notices the need first, He sometimes expresses it in exactly the opposite way that we would expect Это вот Him 6 to. стих. Например, несмотря на то, что Иисус первым замечает какую-то нашу нужду, даже прежде нас, но иногда Он отвечает так, как Like будто in Он this case, вообще He не says to заметил Philip, He ее. says, wow, Philip, look at this group of people. You can even hear how He would say it. Look at this group of people. What are you going to do? Where are you going to get the money for these people? Вот мы можем to себе feed these представить, people? что в этом случае Иисус говорит о Филиппу: «Филипп, смотри, какое множество народа, что ты будешь делать, как ты их накормишь». But John tells us, he says, he only said this to test Philip. Но Иоанн говорит, что он это сказал только для того, чтобы испытать Филиппа, испытывая его. He says he already knew what he was going to Потому что, do. как сказано в 6 стихе, ибо сам знал, что You хотел see, God knows сделать. the end from the beginning from the end. Видите, Бог, Он знает все от начала и до конца. Он знает, когда будет начало, Он знает He's конец. always the first to notice our И needs, Он even before we первым do. замечает наши нужды, даже до того, как мы понимаем, что у нас есть какая-то нужда. Not even the so-called good people, but even the really bad people. God shows amazing care И Бог to. заботится не только о праведниках, но также и о злых людях, показывая свою благость. 너무 보살피신다는 거 우리가 알 수 있어요. But he's a very unusual kind of helicopter parent because he often will express it in a way that sounds like he does not care. Но зачастую, несмотря на то, что он является родителем, который как вертолет находится все время над своими детьми, иногда он реагирует на нашу нужду так, как будто он ее не заметил, не There was заботится о another нас. time when the disciples were walking along. В другом случае, когда ученики шли рядом, There was a woman, she wasn't Jewish, she wasn't from Israel. они встретили женщины, которая не была иудеянкой. And do you remember she was following behind the disciples and she was crying out for help И from the Lord. помните, она следовала за учениками и взывала к помощи Господа. 도움을 달라고 그랬어요. And the Lord simply seemed to ignore А her. Господь как будто бы игнорировал ее нужду. 이렇게 무시를 했어요. You see, oftentimes in the scripture, the Lord will say something or do something that makes it appear that he doesn't care. Очень часто в Евангелии мы видим, что Иисус отвечает на нужду или делает что-то так, как будто бы ему нет дела до He нас, actually puts up obstacles как будто он специально ставит перед нами какие-то because he wants to препятствия. see what we will do. Он делает это для того, чтобы увидеть, что мы будем Anyone who has делать. had children actually does this. We do this all the time думаю, что to our все children. те, у кого есть Sometimes we дети, even do it for fun, just to kind of tease them a little bit, right? Or to see how Все, they'll у кого есть respond if we дети, мы тоже like. делаем такие You do this вещи. sometimes Мы with kids, you know, that you'll have a candy, but you'll hide it behind your back. какие-то препятствия ставим для наших детей, для того, чтобы посмотреть, как они с этим справятся. Иногда просто ради веселья мы это делаем. Например, берем Right? Some леденец, прячем theologians за don't understand that about спиной, God's чтобы character, so ребенок they get подошел very и serious искал. about it. They push the glasses up on their nose and say, "Why does God sometimes hide the candy behind his back?" И некоторые богословы, конечно, очень серьезно, излишне серьезно относятся к такому вопросу, как бы поправляя очки на носу, говорят: так, давайте посмотрим, почему Иисус ответил в And they этом come up with these случае really именно так. weird theologies as И to why они God does приходят к that. каким-то очень странным 신학 교리를 막 내세운단
But объяснение. if we actually read the scriptures, we'd see consistently there's a reason why that God если does that, why He puts up Мы obstacles. внимательно почитаем Библию, мы увидим, что действительно Он часто делает это в Писании, ставит какие-то препятствия. It's because He wants to see how we respond. И объяснение в том, что Он хочет посмотреть, как мы будем действовать в данной This is why when the ситуации. woman, the woman who was not Jewish, who was following the disciples, when she kept pushing, Jesus was so delighted. And in fact, He said, you, woman, you're better than everybody else here in Israel in И terms вот of your почему, faith. когда эта женщина, которая не иудеянка, следовала за ними все время, продолжала звать Иисуса, чтобы Он помог ей, Иисусу, в конце концов, Он выразил свое удовольствие. Он сказал, что даже нет израильтян, похоже, веры God нет в always израильтянах wants to такой, see what we которая есть в really себе. think of His character deep down. Is He trustworthy? Is He kind? Бог на самом деле очень хочет знать, что мы думаем о Нем, о Его характере, насколько мы доверяем Ему. 라는 것을 우리가 그런 생각을 하고 있는지 하나님을 보시고 싶은 거예요. We saw that with Mary, Jesus' mother, earlier this year when we were preaching. Do you remember Вы that as we помните, were в этом studying that году у нас scripture? была проповедь о Марии, All right, Mary goes up матери to Jesus. She Иисуса, says, когда они son, были в they've Кане run out of Галилейской. wine. И Мария подходит к сыну и говорит, что у них не хватает вина, закончилось вино. 이렇게 포도주가 모자라. And he responds, woman, that's none of my И business. его ответ, какой был его ответ? Он сказал, что тебе и мне, Right? жена? And so theologians, they push up their glasses. They say, why does Jesus respond? Maybe it's a term of respect for Mary. Maybe there's a cultural issue. Blah, blah, И blah, blah, blah. теологи, ученые могут задуматься и сказать, что почему он ответил так на ее вопрос. Может быть, это было принято в их культуре, это он, может быть, выразил так свое уважение. 엄마를 뭐 이렇게 존경하지 않을 수도 있고 뭐 이렇게 이상하게 해석을 해요. But in truth, Jesus is just acting the way that God always acts. He just wants to на see how самом we'll деле respond and Иисус whether or not ответил we will таким trust образом, in His promises and His character, no matter how Потому что things Он may всегда seem to делает us. это. Он хочет посмотреть, как мы отреагируем, как мы поведем себя в данной ситуации, чтобы мы своими действиями показали, насколько мы верим Ему, насколько мы доверяем Ему и Его обетованиям. And so that's why when Jesus says, woman, what are you, this is none of my business. Mary goes, good, okay. You guys do whatever He says because she knows He's going Поэтому, to do когда Он something. сказал She ей, knows жена, His что Он character. не She тебе, trusts Him. она не стала расстраиваться, она просто сказала слугам, чтобы они делали то, что скажет им Иисус, потому что она знала, что Он сделает это. 하거든요. 그 얘기는 벌써 예수님의 그 성품을 알기 때문에 그냥 그렇게 얘기한 거거든요. So when Jesus says to Philip, И когда вот в Иоанна 6:5-6 hey, Philip, come Иисус up here. Do you говорит see all of these Филиппу: people out there? «Филипп, посмотри, ты видишь все это множество народа? How are you going to feed them? How are we going to feed them? Как мы будем кормить их? Как ты будешь And Philip кормить goes, их?» looking at the cost here, as I'm looking at the И cost Филипп of тут wheat at the начинает, moment, looking at считать. the exchange rate, yeah, that's like 6 months pay right there. I don't Он know начинает how I'm gonna do that. высчитывать, сколько им нужно денег, говорит, что пшеница, там, ее цена такая-то, 6개월 동안 벌을 сейчас обмен вот такой-то, и говорит, что понадобится нам Andrew does a зарплата little better. за He goes, полгода. there's a kid here. I mean, I don't know, but he's got like a little food. We might be able to use Но that. Андрей пошел немного дальше, он говорит, я не знаю, но вот здесь вот есть мальчик, у которого 5 But what is хлебов и Jesus 2 рыбы. really wanting them to do? Вот так реагируют ученики. Но чего бы ждал от них Иисус? He wants them to push through to His promises, He wants them to remind Him of the things He has promised to them based upon His character. Он хотел, чтобы они обратились к тем обетованиям, которые Он уже им дал, чтобы они сами напомнили Ему об этих обетованиях, что Он обещал сделать что-то. How do we know that? Откуда мы знаем это? Because if we keep reading in John chapter 6, Потому что если мы продолжим читать Иоанна 6 главу, Jesus even tells us that. Иисус там говорит, He says, look, here's my Он promise. говорит, вот таково мое обетование, Whoever comes to me, что всякий, приходящий ко мне, I will not turn всякого away. приходящего ко мне не изгоню вон.
You see, that's one of those promises that Jesus wants us to claim and remind him of. Это есть одно из тех обетований, которые Иисус хочет, чтобы мы помнили и обращались к Нему, напоминали Ему о Нем. Now notice the amazingly wonderful thing about that promise is it's an unconditional И promise. заметьте, невероятное то, что это обетование, его So исполнение he не doesn't зависит say, от if anyone каких-то comes to условий. me for the right reason, То есть Иисус не говорит, приходящий ко мне с правильными мотивами, 올바른 이유 때문에 나한테 오면 and if they have fully repented of their sins, и тот, кто приходит ко мне и полностью and покался if в they're своем really грехе, serious about this и Christian кто life, реально хочет стать христианином, 정말 심각하게 살아나간다면 then I will not send him того away. я не изгоню. 보내지 않으리라 그랬어요. That would be a conditional Это promise, есть обетование, которое зависит от выполнения каких-то and it would be условий. very bad news for all of И это us. очень неприятная новость для всех. So Jesus instead gives an Но unconditional Иисус promise. делает не так. Он дает обетование, которое исполнится несмотря ни на что, несмотря на какие-то He says условия. simply this: Он говорит просто следующее. anyone who comes to me, Всякого приходящего ко I мне will not turn не away. изгоню вон. 돌아서지 않겠다. Now that is important for us to remember. That's a promise that comes from God. И нам необходимо помнить такие обетования. Это обетование, которое исходит от Бога. And when you come to И God, когда вы предстаете пред Богом, you don't just pray some general prayer like, "Oh God, help me! God, I'm in a really bad situation. I mean, just do вам не something." нужно молиться какими-то общими фразами, говорить: «О Бог, я просто сейчас нахожусь в очень ужасной ситуации, You see, помоги сделать sometimes those что-то». prayers work, sometimes they Иногда don't. такие молитвы работают, иногда нет. 주시고 어떤 때는 안 해주세요. Because the Bible doesn't tell us to approach some general, vague God and throw up some hope. Потому что Библия нам не говорит, что нам нужно молиться вот такими общими фразами, просто в воздух выбрасывая какие-то фразы и He надеяться says, на when you're что-то. praying to my Father. Иисус говорит, когда вы молитесь моему Отцу. 아버지에게 하는 거다라고 얘기해요. And my Father always knows your need even before you И do. мой Отец всегда знает все ваши нужды, даже до того, как вы узнаете о них. So when you come to Him, don't just cry, don't just be vague and go, "Oh God, I just do something. I need help. Just bulldoze this problem I'm И facing." поэтому, когда вы предстаете пред Богом в молитве, вы не должны говорить вот такими общими фразами, говорить: «О Бог, я просто не знаю, что делать. Просто приди и смети все мои проблемы, все мои When трудности». you go to the Lord and say, "Lord, you said if anyone comes to you, then you will not turn him away." Но когда вы приходите пред Богом и предстаете пред Ним и говорите: «Господь, Ты сказал, что приходящего к Тебе не изгоню вон». 있다고 하셨잖아요. 얘기하는 거예요. The Lord loves that when you do that. Господу угодно, когда мы делаем так, когда мы напоминаем Because Ему that is what faith is. о Его обетованиях, потому что это и Faith есть is knowing вера. that God will always keep His Вера promises. заключается в уверенности в том, что Господь исполнит данное обетование. 우리가 믿는 거예요. So you know what happens when you go to God and say, "God, you said if I come to you, you won't turn me away because you won't turn anyone Вы away." знаете, что происходит, когда вы приходите к Богу и говорите: «Господь, Ты сказал, приходящего к Тебе не изгоню вон. И меня, я тоже пришел к Тебе, значит, и меня Ты не можешь изгнать вон». Do you know how God will И вы respond to знаете, you? какова реакция Его? 하실지 아세요? Sometimes He'll respond to you by putting up a bigger obstacle. Иногда Бог отвечает тем, что перед вами возникает еще более крупное препятствие. Sometimes He'll respond to you by saying, "Woman, that's none of my business." Иногда Он скажет: «Это не мое дело», как Он ответил Марии. «Что тебе и мне, жена?» Sometimes He might say, "Look, I came for the good people, and you are definitely not one В of them." другом случае Он может сказать, что He may say to you, "Look, «Я пришел сюда только, Sometimes He чтобы may say, послужить "Look, I came праведникам». to help the good Christians, but you're not one of them." Или «Я пришел сюда только помогать верным, истинным христианам, а ты не являешься одним из But see, них». this is what God does. He actually then wants us to have that fight with Him. И видите, Он хочет, чтобы мы начали с Ним спорить. 하나님의 약속 가지고 싸우길 원하세요. Now, it's not a fight where you're screaming at Him and accusing Это Him. не спор такой, когда вы начинаете кричать на Него, обвинять Его в чем-то. 고소하는 그런 태도로 하는 것이 아니라 It's a fight where no matter how He responds, you're reminding Him that you know Him, you know His character. He will always be Это faithful to спор, His в word, котором and that is what you вы are standing on. показываете, что
что бы ни случилось, вы знаете его обетования, вы верите в то, что они исполнятся. 그래서 얘기하는 싸움이에요. Now you will see this same pattern all the way through the И Bible. вы увидите вот эту схему на протяжении всей Библии. Она повторяется. And you will see this is God's character. He doesn't, when you come to him saying, help, help, he doesn't go, okay, and clear everything out around you. When you come and go, help, help, he goes, wow, I got to teach that person some trust in the promises. I'm going to make the obstacles bigger. Вы видите, что когда приходите к Богу и говорите, помоги, помоги, Бог, нам нужно знать его личность, что в этот момент он не вмешается сразу в ситуацию и уберет все препятствия. Наоборот, если мы будем просить о его помощи, как маленький So ребенок, he doesn't just, when you go, help, help, he doesn't become a bulldozer and knock everything down. He'll put up он не bigger будет как obstacles родитель-бульдозер, because he wants который us to put сметает more просто trust and препятствия. faith Он in увидит, his что promises. нам недостает веры в него, уверенности в нем, и поэтому он может в ответ на нашу такую And молитву so when we think дать about, нам for еще больше example, препятствий. Jacob, Например, когда мы думаем об Иакове, remember the story of Jacob? He took the birthright that belonged Помните? to his brother он Esau. забрал первородство у своего брата старшего Исава. Now, interestingly, see, that's a story in and of itself because actually God had promised to Rachel that the birthright that looked like it went to Esau should go to Jacob. So he made a promise, and Rachel held on to that promise. Это очень интересно, эта история, потому что сам Бог пообещал Рахиле, что первородство получит So, of course, Иаков. this creates a big family problem, and Конечно. Jacob has to leave. Из-за того, что он забрал первородство старшего брата, возник очень большой семейный конфликт, ему пришлось покинуть семью. And Rachel says, don't worry, I'll send a message when it's okay for you to come И back. Рахиль говорит Иакову в напутствие, что не волнуйся, когда будет безопасно, я дам тебе знать, что ты можешь And вернуться. interestingly, a long time goes И by, это like очень more than интересно, что 14 years goes очень by. много времени прошло с тех пор. 14 лет прошло. And that message never comes. И все еще Иаков не получил от матери So Jacob весточки, что он knows может he can't go вернуться. home because Esau is going to, when he comes То есть back. он знает, что ему нельзя возвращаться. Если он вернется, то Исав может убить его. But Jacob comes to the point, God really forces him, doesn't he, to get to the point where he has to return, Но to go back Иаков уже home. подошел к тому моменту, и Бог его подталкивает к тому, что он должен вернуться домой. And as he's on the way back, his worst nightmare comes true. И когда он вот уже на пути возвращается к себе домой, Esau is coming, and Jacob его knows самый that Esau страшный is going to кошмар kill him. сбывается, потому что он получает весть о том, что Исав вышел навстречу к нему. 자기한테로 그래서 에서가 나를 죽이려고 오는구나라고 생각했어요. Now you know that Вы story, знаете всю эту историю, and you even know the part that where he wrestles with God all и вы night. даже помните о том эпизоде, когда он сражался с Богом, боролся But you с know, Богом всю if you ночь. look in Genesis chapter 32, И если вы посмотрите Бытие 32 главу, 4장을 보면은 I want you to look carefully in verses 9 я хочу, чтобы and вы внимательно 12. посмотрели, прочитали стих 9 и 12. You will see И вы that when увидите, Jacob prays to Что God, когда Иаков молится Богу, when Jacob is praying to God, 야곱이 하나님께 기도해요. that he doesn't just say, God, help. он не говорит просто «Господь, помоги мне». I need you to bring the bulldozer because I'm going to Он не die. говорит «Привези свой бульдозер, убери все препятствия, потому что я In умру, verses 9 меня and 12, убьют». what does Jacob do? Но что в 9 и 12 стихе делает Иаков? A couple of you are looking at it now. What does he do? Что он делает? Exactly. What Jacob does is he reminds делает God Иаков во of the время своей promises that молитвы? God has made to Он him. напоминает Богу о тех обетованиях, которые Бог дал ему. That is exactly what God loves. Это то, что ждет от нас Бог. Right? And Jacob actually is kind of funny the way he does it. He says, God, I just kind of want to remind you that you are the one who sent me here. You said you were going to make me a great nation. And so I better not end up dead in this situation because then your word would fail. И Иаков, интересно, вот говорит это и Богу, что именно ты послал меня туда, и ты дал мне обетование, что от меня произойдет большой народ. И And so я не могу this умереть, is how иначе we твои pray. слова We don't будут, just say, oh, ничего не God, будут help, значить. help. I need your help. Bring the bulldozer. А мы как молимся? Мы говорим, Бог, помоги, помоги, просто убери все трудности, препятствия, привези свой бульдозер.
That is not faith. И это не есть истинная вера. That is that when we just go, help, Когда help, мы God. просто предстоим пред Богом и просим Его помощи. That is not faith, that is fear. Это не вера, это страх. And it is not fear that saves. И мы не можем спастись страхом. Мы не получаем спасение по страху, через Fear isn't страх. what's, yeah. So faith saves us, not fear. Мы So fear is when we спасаемся go, только верой. help, God, right? We just need somebody to help. И когда вот мы действуем под страхом, мы хотим любую It is помощь our получить. faith that God places in us that always is the faith is faith in His promises. И та вера, которую дал нам Бог, это вера в Его And обетование, so что what они does it look like to исполнится. pray with faith? И как же тогда выглядит молитва с верой? Right? It means to do something more than just saying, my situation is bad, I just need to ask God for help. Это значит что-то большее, чем вы говорите, вот такая у меня ситуация, и я просто нуждаюсь в Твоей помощи, What Бог. all of our great parents in the faith did, Abraham, Moses, all of them always reminded God of what He promised, and God loved it and responded by saving them. И что делали отцы веры, такие как Авраам и Моисей? Они все всегда в сложной ситуации напоминали Богу об обетовании, которое Он дал им. You see, this is what it means when we say that we are saved by faith, not by works of the И law. вот почему мы говорим, что мы спасаемся верой, а не делами. Right? We don't go to God and say, God, I've basically tried very hard, and so I need your help to bring the bulldozer. That is not faith. It is salvation by works, and it doesn't work. Когда мы приходим к Богу и говорим: Господь, я так усердно старался, я так трудился, и поэтому Ты должен меня спасти, и Ты должен приехать и убрать все препятствия. Это не вера.